Всех приветствую на нашем канале Линд. Сегодня распаковочка, я бы сказала, больше мужских товаров, чем женских. Товары все заказывал муж, в основном для поездок за город. Когда на море ездим, в степь ездим. Приступаем. Так, первый товар. Это вот такая штука. Если бы я ее не заказывала, я бы даже не поняла, что это такое вообще. Так, а это... Так, застряла. Так, а как она застряла? Так, вытащила. Ой, крючок. Крючок тоже достается. А оказывается, это штучка для обжаривания овощей на огне. То есть закладываете внутрь нарезанные все овощи. И все. Можно поворачивать, можно подвесить. Я думаю, можно даже в тандыре использовать. Не знаю, почему-то мой решил, что вот оно ему очень надо. Так, в комплекте идет вилочка. Не знаю, что эти. Овощи оттуда доставать, что ли. Ну и крючок для подвешивания. Что-то он хотел даже две заказать. Я говорю, ты возьми сначала одну на пробу, потом посмотрим, вообще надо оно, не надо. Так и здесь получается с крышкой. То есть туда закидываешь, и вот так она вертится на огне. То есть не на шампурах, а именно вот таким вот образом. Сейчас посмотрим в карточке товара. Так, вот набор из 3 предметов. 1829 тенге. Наверное, на сильном огне. Даже сосиски. Так, следующий товар. Это тайрапсы, стяжки. Маленькие. Так, размер 200 штук. Почему 200 сантиметров? Что такое 200 сантиметров? Так, это они ошиблись. 200 миллиметров, не 200 сантиметров. Значит, получается длина 20 сантиметров. 200 штук в комплекте. Сверхпрочные, черные. Так, вот получается 200 миллиметров. 200 штук мы заказывали. Так, сверхпрочные черные нейлоновые кабельные зажимы. Следующая покупка — это розетка. Розетка для улицы. Вот такая, ого, огромная. Ну, еще бы знать, как она тут открывается. Боюсь сломать еще. На улице же, мы же в своем доме живем. На улице у нас тоже во многих местах розетки. Вот, все поняла, как она открывается. То есть вот так. То есть уличный вариант. Так, 16 ампер, 250, чего это, ватт или вольт. У нас есть такие, но поменьше уже установлены на улице. Что-то, видимо, может, сгорело или подплавилось. Решил, наверное, поменять. Вот такой вариант мужского товара. То есть такие вещи тоже туда можно заказывать. Не все нам туфельки, штанишки и платьишки. Да, на тему можно много вещей полезных.
Ну вот что касается одежды, у меня лично одно разочарование. Обувь еще более-менее, когда ты знаешь, что она, ну, естественно, там кожаная не придет, и цена приемлемая. Это еще можно рассматривать. И по обуви у них, конечно, как-то, мне кажется, они все-таки свою обувь фотографируют, а не как одежду из каталогов, а приходит уже то, что приходит. Так, стоит такая розетка не 3 копейки, 4,683 тенге. Но, наверное, у нас здесь все-таки дороже. Абсолютно есть разные варианты. Вот сколько их. И немецкий, и французский, и английский. Видимо, вот эти вот внутренности под разные розетки. Есть двойные, видимо, есть одинарные. Так, ну я так поняла, у нас одинарная. У нас вот такой вариант. Видите, разъемы разные. Ну, все понятно. Цену озвучила. Будет ставить. Если вдруг что-то не так, то уже в каких-то следующих видео, наверное, расскажу. Я что-то сначала подумала, что это какой-то светильник для моря. На солнечных, что ли, батареях, или, по крайней мере, на аккумуляторах. А оказалась розетка. Ну ладно, говорю, товары для кемпинга. Так, следующий товар – это веревка. Веревка, которая в хозяйстве пригодится. Так, вот такой. Веревка капроновая. Мне кажется, без сердечника. Хотя, может быть, и с сердечником. Сейчас посмотрим. Я с похожей веревки плела из макраме качелю на улице. Тут, мне кажется, чуть потолще она была. Яркую, чтобы было видно. Мы в основном такую веревку используем на море, когда растяжку делаем, шатры растягиваем. То есть, в основном, ну, дома она пригождается. Мне кажется, дома не так она нам пригождается, как именно в поездках. Так, мы взяли, получается, 31 метр, стоимость 1634 тенге. Размеры и цвета есть разные. То есть вот 8 метров, 16 метров и 31 метр. И 31. Цветовая гамма огромная, на любой вкус. Так, получается 4 миллиметра веревка. 7 сердечников. Что-то я не знаю, что такое 7 сердечников. Шнур, да, для палатки, для пикника, для кемпинга и так далее. Так, следующая покупочка. Такая небольшая. Это у нас идут липучки. Так, как бы ее вытащить. Липучки, и липучки идут на клейкой основе. То есть вот здесь вот защитка, снимаешь, там клейкая основа. Ну, вот такой вариант. То есть она не метражом, а нарезанные коротенькие штучки. Так, ну вот. Клейкая основа, видите, это я клей немножко зацепила. Сейчас скажу, сколько стоит. Так, самоклеющиеся полоски. Так, мы купили 20 штук. 20 штук, 591 тенге. Так, они, получается, есть 20 штук, есть 10 штук. 10 штук. Так, размер 2 сантиметра на 6 сантиметров. Так, и завершает сегодняшнюю распаковку так, вот такой товар. Не вскрывала, еще не смотрела. Я знаю, что это, но я представляла его вообще по-другому, этот товар, когда заказывала.
Смотрите, он даже прошитый, как мешок с мукой. Так, надо как-то аккуратненько вскрыть. Так, вот. Так, и что это у нас? А это у нас такая емкость. Знаете, ткань, что напоминает? Как тенты, вот фуры закрывают, тентованные машины. Вот как-то на нее похоже. Ага. Фум. Еще что-то вот такая штучка, переходники. Так, сейчас я вам расскажу, что это. Ага. Кран. И это получается вот такая емкость. Что-то же показать-то ее не могу целиком. Так, вроде максимально подняла, все равно не видно. Сейчас я на пол ее тогда положу и сниму. И расскажу, что это за зверь такой. Так, это емкость для воды. Ну, естественно, не для питьевой, в поездку. Я думаю, что там можно, с нее будет там душ принимать. А мы вообще брали для таких целей, чтобы немножко перед заездом во двор ополоснуть машину. Последний раз ездили по степям на 2 суток с ночевкой. Боже мой, мы такие грязные приехали. Машина имею в виду. Да, мы тоже не сильно чистые приехали, потому что когда ездишь по степи, вот этот пухляк поднимается. Это даже не песок, это пухляк. Вот, и перед тем, как заехать домой, я чистила ее щеткой. Уставшие были, естественно, на мойку мы не поехали. И домой везти эту грязь не очень хотелось, потому что мне же ее потом и убирать. Вот, я стояла во дворе, короче, щеткой очищала. Вот для этих целей такую штуку мы купили. Здесь вот какие-то фиксаторы, наверное, не знаю, что ее подвесить, что ли, можно, или она вниз крепится. 2 отверстия, я так понимаю, для залива и для слива. Ну, это уже муж приедет сейчас с командировки и уже будет разбираться, что да как. Вот такую штуку прикупили. Чтобы было сейчас более понятно, я в карточке товара покажу. Так, ну и вот в комплекте получается кран, какие-то переходники, фум, наверное, чтобы не протекало, и крышка-заглушка. Так, да, называется большая емкость. Эта емкость идет на 110 литров. Стоимость 11 878 тенге. Ух, тоже этот артикул закончился. Ну, на похожий посмотрим. Так, на похожий. Вот так он выглядит. Видимо, когда набираешь воду. Ну, здесь нам явно показывают, что он достаточно крепкий. Можно помолотить лопатой, если не жалко. Ага, и даже киркой. Так, ну здесь что-то фиксаторы другие у нас металлические, а здесь что-то с этого. То есть противоударная. Крепкий полиэтилен. Так, ну вот здесь модель 110, а мы когда покупали, было, по-моему, 50 литров, 110, еще сколько-то, может быть, 30 литров. Так, ПВХ резервуар для воды сверхмощный. Ну, тоже как съездим, попробуем ее, обязательно вам расскажу. Так, по поводу поездок. Это не имеет отношения, конечно, к тему товар, но просто хочу порекомендовать. Фонари, получается, на солнечных батареях. Они переворачиваются, можно поставить, можно подвесить. Такая штука, это наш старый, ему, наверное, 3-4 года, мы даже плафон у него разбили. Вот. Из всех купленных нами, сколько штук мы всякие разные покупали на аккумуляторах, ну, вечером, когда уже под шатром посидеть, свет нужен.
вот, для этих целей. Все, которые мы покупали, ни одни нормально не держат, получается, ну, долго не светят. Вот, это единственный вариант, и мы в этом году нашли, прикупили второй. Почему нету их на тему? Потому что это российский товар. Российский товар с достаточно мощными аккумуляторами. Не могу сейчас вам на память сказать, сколько часов он держит заряд. Но он держит столько, сколько мы вот сидим до 12, до 2 ночи бывает. Там у костра, не у костра, за столом. И он все это время единственный из всех фонарей светит. Поэтому очень рекомендую. Так, компания Профи. Так, эта моделька называется К301. Так, а наша старая ТК-35. То есть это именно идет российское производство. Небольшая вставка, не бросает тему, но я вам рекомендую такие фонари однозначно. Все, на сегодня все с мужскими товарами, если их можно так назвать. Всем удачи, мира и добра. Пока-пока.